В декабре 1927 года Президиум Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов ВЦСПС принимает историческое решение о строительстве в Подмосковье радиостанции мощностью 100 киловатт. В Ленинграде для этого формируется проектное бюро Минца. В 1928 году утверждают место для радиостанции. Его нашли в 40 километрах от Москвы, около железнодорожной линии Москва-Монина, около станции Томская. Начаты работы по строительству зданий станции. Построены 2 восьмиквартирных дома для служащих. Начато строительство 2 мачт высотой 150 метров для излучающих антенн длинноволнового диапазона. Группа Минца в 1928 году завершила проектирование самой мощной радиостанции в Европе и разместила заказы на лампы и детали. И переехала на стройку для приемки оборудования и монтажа радиоаппаратуры. В этот же год платформа Томская получает имя лидера профсоюзов. И буквально через год, в мае 1929 года, радиостанция начинает пробное вещание. А 28 ноября самая мощная в мире радиостанция была принята в эксплуатацию. Извините, но я не буду в этом видео затрагивать историю станции, особенности ее работы, технические стороны этой станции. Для этого я сделаю отдельное видео для своих братьев-радиолюбителей. Здесь я хочу просто показать, во что превратилась эта радиостанция сегодня. А мы с вами, друзья, приехав на бывшую станцию Томская, отправимся к парадному входу на радиоцентр. Справа вы видите вот те самые восьмиквартирные дома. Слева тоже домишки чуть помоложе. Вот это бывшее управление. Вот они справа, восьмиквартирные дома, так называемые. И уже в конце этой аллейки мы подходим к воротам, которые, естественно, закрыты, и бросаемся в калиточку, которая рядом с воротами. Но тут нас встречают добрые собачки. Хотя, откровенно говоря, увидев людей вдали, я думал, что есть свободный проход. Ну ничего, придется идти обходными путями. Обходных путей несколько. Чтобы не вступать в конфликт с законами, я не буду показывать, где конкретно проходить на территорию. Ну вот один из них, первый, через лес. Помните в начале фильма на фотографии поле, на котором строят радиоцентр и антенные вышки поднимают? Вот представляете, во что превратилось это поле. Вот так вот, через этот лесок, мимо подземных складов, мимо спонтанных захоронений каких-то, очень много закопано в лесу всякого хлама, мы можем пройти конкретно к зданию радиоцентра. Хоть лес здесь и жиденький, но само здание возникает достаточно неожиданно из-за деревьев.
Вроде идешь, красиво, лесок, а здесь поднимаешь голову, а впереди тебя радиоцентр. Второй путь по-своему информативен, и на эту дорогу легче попасть. Вы видите две башни, дожидаетесь, пока они выстроятся практически в одну линию, и идете в их сторону. Сразу видите, из-за чего охраняется территория, на вышках полно сотовых антенн. И, естественно, прямо под вышками стоят у нас вагончики. Всякие Ростелекомы и прочее. Вот такие вот аппаратные. Вы извините, видео забыл выключить. Вот так вот кривовато будет немножко. Ну ничего. Вот такая вот прогулка по красивому осеннему лесу. В конце концов завершается около того же здания центрального радиоцентра номер 5. Прямо перед входом нас встречает гигантская разбитая радиолампа. Название называть не буду. Как я говорил, для техников отдельное видео будет. Прежде чем идти внутрь, давайте обойдем здание и посмотрим его со всех сторон. Правое крыло — это практически подстанции, первый этаж занимают. Вот какой красивый вид на антенны. Да. Да, и с другой стороны тоже подстанция трансформаторная. Трансформаторная, видишь? Видите, вот анодный, анодный катодный. трансформатор. Трансформатор отдельно стоят. Здорово. Такого я никогда еще не видел. Все уже давно вывезено, заросло травой, но все равно интересно. А теперь возвращаемся назад к центральному входу. Перед центральным входом куча хлама выброшена. Окна все выбиты. И теперь давайте посетим само здание. Пойдем. Друзья, специально комментировать путешествие внутри здания я не буду. Везде разруха, мусор. В одном зале крыша рухнула, бетонные плиты лежат на полу. В общем, конечно, все изуродовано, разбито. Одно время, видно, какие-то бомжи здесь жили. Все разрисовано, стенки. Ну, в общем, давайте я похожу, поснимаю, а вы посмотрите, что здесь такое. Вот видите, вот этот тот вот зал, что сейчас мелькнул. Там вот как раз крыша рухнула. Здесь вроде она более-менее целая. Сейчас подойду, покажу. Вот видите, сама крыша частично сохранилась, а бетонная крыша вся лежит на полу. Вот плакаты, нравятся мне плакаты советских времен.
Жалко, что взяли мы с собой только маломощные фонарики. Сейчас? Сюда, конечно, надо идти с хорошим фонарем. Ну Даже хорошо. учитывая то, что мы идем в солнечный день. Достаточно много деталей лежит на полу. Но все убитое уже. Кое-где попадается документация. Но документация довольно-таки интересная. Я некоторые листовочки полистал, паспорта на лампы. Прям несколько лет на каждую лампу велись эти паспорта. Какие-то платы, но это уже более современное такое. Очень много измерительных головок, амперметры, вольтметры, Давай. ваттметры. Ну, все убитое, Там ступеньки разбитое. или что? Вот видите, вот здесь видно какой-то склад Сейчас был. иду. И ничего, кроме керамических мощных резисторов, практически не сохранилось. Здесь разделывали провода. Нет, обрезали. И пошли наверх. Так. Вот там мы вошли. А здесь какие-то мастерские. Мастерские. Здесь электрика в основном. Все разбито, разломано. Тезы выстриженные. И телефоны. Лампочки осветительные вот такие были. Вид на вход с балкона. Сопротивление. Да.
Пустые комнаты. Что? Да, конечно. Итак, двигаемся на 3-й этаж. Из этого нарежь. Конечно. Мгм. Естественно. А это уже не 3-й этаж, это чердак. Да, не полезно, чистого все. А во, подстанция какая-то электрическая. Это мы на 1-м этаже. Да. Наверно. Слушай, а здесь трансформатор работает. Ага, чувствуешь? Да. Оптика. Оптика. Где? Подвал, конечно, очень интересно было посетить, но вот с этой стороны сейчас попытаюсь войти. Но что-то там очень грязно, не рискну я туда идти. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо плакатов, которые остались еще с эксплуатации радиостанции. Доска дежурного с приказами, плакаты старые, книги, документация какая-то, схемы. Вот так вот подходил, пощелкал. Посмотрите, что там есть. Покинув здание, мы пошли в сторону, куда вели 2 канавки, похоже, от вырытого кабеля. И пришли к антенной вышке. Посмотрите, какая ажурная конструкция. Вообще не верится, что она простояла столько лет.
И в заключение давайте подойдем к фундаменту, к которому крепились растяжки антенной вышки. Ну и в заключение, друзья, небольшой вопрос знатокам. Выйдя на улицу, около здания увидел вот такие вот, ну, очень похожие на набивку конденсаторов, то есть фольга с изолятором. Вот размер можете прикинуть примерно относительно моей руки. Вот такие вот пакеты. Что это такое может быть? Какие-то гигантские конденсаторы. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.